Время отдыха после боевого дежурства. Вопрос. Здравствуйте. В пункте 5 приложения номер 2 копейки положению о порядке прохождения военной службы сказано, что за каждые 3 суток привлечению к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, предоставляется 2 суток отдыха, из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в одних сутках, 8 часов и 12 часов. Прокомментируйте, пожалуйста, фразу, которая в скобках, как правильно учитывать эти часы распределения служебного времени. Я несу боевое дежурство по графику сутки, через трое с 10 часов ровно до 10 часов ровно после смены нам дают отдохнуть. На второй день привлекаемся к ПТП с 8 часов ровно до 20 часов ровно, на третий день подготовка к заступлению на БД с 10,0 до 17,0. В итоге, если не считать дня отдыха после смены, так как домой, пока все сдашь, раньше 12 часов ровно не уйдешь, получается ни одного целого выходного дня. Насколько правомерен такой график и как правильно посчитать переработку? Ответ. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года номер 76 ФЗ о статусе военнослужащих, боевое дежурство, боевая служба, учения, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых определяется министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, проводится при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени. Дополнительные сутки отдыха, компенсирующего военнослужащим участие в указанных мероприятиях, в счет основного и дополнительных отпусков не засчитываются и предоставляются в порядке и на условиях, которые определяются положением о порядке прохождения военной службы. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Порядок и условия выплаты денежной компенсации устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба. В пункте 2 перечня мероприятий, которые проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих, утвержденного приказом министра обороны РФ от 10 ноября 1998 года номер 492 об утверждении перечня мероприятий, которые проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих, содержится боевое дежурство, боевая служба. На основании пункта 5 приложения номер 2 копейки Указу президента РФ от 16 сентября 1999 года номер 1237 вопросы прохождения военной службы, время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, учитывается в сутках. За каждые 3 суток привлечения к названным мероприятиям указанному военнослужащему предоставляются 2 суток отдыха, установленных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона о статусе военнослужащих, из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в одних сутках, 8 часов и 12 часов. Время отдыха, компенсирующее участие в данных мероприятиях, предоставляется военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, как правило, по окончании этих мероприятий с учетом необходимости поддержания боевой готовности подразделения и интересов службы. За каждые 3 суток нахождения на боевом дежурстве вам должны предоставляться 2 суток отдыха.